Как и в России, мы елки оставляем после Нового года надолго, они еще до марта стоят. Так и в Израиле после Суккота вот эти палатки, суки, они тоже стоят тут по полгода у людей. Очень, кстати, красивые порой они бывают. То есть они действительно все очень разные. Ну, как вот у всех в России своя елка стоит, у всех она по-своему оформлена. Тут тоже у каждого человека своя палатка, и она как-то по-своему оформлена. И внутри там всякие украшения интересные. В общем, это целое искусство. Оформление суки. Вау! Наверное, это самое интересное, самая лучшая сука, которую я видел. Знаете, как по-настоящему в этих вот листьях. Бамбуковые стебли. Они прям свежие, кстати. Как-то это все сделано. И такие тут прикольные стульчики. И мешок с подарками лежит, смотрите. Ну, это, наверное, не с подарками, а с хлебом и с всякими угощениями. В общем, очень уютный шалаш, реально офигенно просто. Вот тут вот можно и заночевать. Как многие правоверные евреи делают, они прямо ночуют в суке, потому что это, ну, то, как изначально это делал еврейский народ, которого Моисей по пустыне 40 лет водил. И тут, в принципе, можно вот тут вот заночевать, вот так вот. Ой. Спокойной ночи. Выспался хорошо. В суке поспать, знаете, как-то прям силами природы тебя заряжает, чувствуешь прям такую бодрость духа. О, слушай, тут еще одна конкурирующая сука, давайте ее посмотрим. Самое сложное иногда это понять, с какой стороны вход. Нет, все-таки с другой стороны вход. Она более... Она такая, вот эти белоснежненькая, более аккуратненькая, такая спокойненькая. И при этом тоже, видите, она наряжена всякими красивыми гирляндами. То есть очень по-другому выглядит. И, кстати, тут светящиеся маленькие фонарики. Вот они такие малыши хорошие. Наверное, вечером это красиво выглядит очень. В каждой суке самое главное это крыша. Ее специально разматывают. Я когда только приехал в Израиль, первый мой день в Израиле, это был как раз на Суккот. И я помогал человеку, который нас приютил, вот эту крышу тоже растягивать и привязывать. Это целое отдельное, опять же, искусство. Значит, крышу сделать, ее привязать, чтобы ветром не унесло. Потому что уже осенью в Израиле начинаются ветра. Если летом в основном такой штиль, то осенью ветра, поэтому очень важно вот эту крышу ее привязать как следует. А еще клево, то что в этой суке, смотрите, какой красивый коврик. То есть какие красивые коврики. То есть вот в каждой суке есть своя какая-то клевая фишка. Это вот реально как елка, только не у всех дома внутри, а снаружи. В общем, наслаждаемся приятной осенью. Осень — это бархатный сезон, как и весна. Это мое любимое время. Вот осень, она просто офигенная. Зима, кстати, тоже хорошая. И лето, оно, да, жарковатое, но, в принципе, нормально по вечерам ходить. А какой ваш любимый сезон в Израиле? Ну, я думаю, у всех, наверное, осень. Мы идем сейчас выбрасывать пустые пакеты из молока, потому что в день мы пьем литр молока и периодически мы их выносим. Ну и чтобы меньше загрязнять природу, мы стараемся еще лишний пакет как бы не брать, а именно брать их в руки и выбрасывать. А вот магазин, где нас обсчитали в свое время, но мы все равно покупаем там молоко. И вот куда я сейчас понесу наши бутылки сдавать. Двойной выброс упаковок. Что-то тут уже многовато всего внутри. Это еще вот плюс, то что мы живем в маленьком городке, поэтому тут эти суки, они стоят наружу. Потому что до этого, когда мы жили, например, в Ришоне, там в основном, как бы, они часто, в общем, находятся внутри дворов, которые, ну, туда сложно попасть. А тут вот в нашем небольшом маленьком городке северном, тут огромное количество
стоит этих сук наружу, соответственно, ты можешь в них зайти, посмотреть там. И это считается как бы богоугодное дело. Если ты заходишь в суку, там съешь что-нибудь, попьешь. Человек, который поставил ее, он радуется, потому что ему как бы воздается за это на небесах. Так что, в общем, не стесняйтесь, заходите, когда Суккот, в вот эти елки израильские. Это очень прикольно.